Большинство людей вообще не думают, они просто соглашаются. И это не моя фраза, и не попытка кого-то уколоть. Так говорил человек, которого многие считают одним из самых ярких физиков XX века, Ричард Фейнман. Когда его спрашивали, как вам удается так думать? В чем ваш секрет? Он обычно отвечал очень просто. Я не думаю, что я особенно умен. Я просто заметил, что большинство людей вообще не думают. Они принимают. И вот об этом, о том, как он тренировал мышление, сегодня поговорим. Когда Фейнман был ребенком, отец водил его гулять по лесу. Они шли по тропе, и отец показывал на птицу. «Видишь эту птицу?» — говорил он. По-итальянски ее называют такта, по-португальски — вот так, по-китайски — еще иначе. А потом останавливался и говорил сыну: «Теперь ты знаешь, как ее называют на 3 языках, но ты до сих пор ничего не знаешь о самой птице. Ты знаешь только ярлыки, которые люди придумали. Если хочешь знать птицу, смотри, что она делает». И дальше он показывал. Птица все время клюет свои перья. Почему? Потому что там живут паразиты, которые едят белок. Птице приходится половину времени вычищать себя, чтобы выжить. Этот детский урок стал для Фейнмана фундаментом. Знать название не значит понимать вещь. И большая часть того, что мы называем образованием, это коллекция названий и терминов, а не живое понимание. Позже он увидел то же самое в лучших университетах. Фейнман сидит на лекции по квантовой механике в Принстоне, профессор выводит на доске красивое уравнение, аудитория послушно переписывает символы в тетради. В конце лекции кто-то поднимает руку и говорит: «Профессор, объясните еще раз, что означает это уравнение». Профессор переписывает те же символы в другой форме, меняет обозначение, дает еще одну формулу. Студент кивает: «Спасибо, теперь понятно». А Фейнман сидит и чувствует: «Нет, это все еще не ответ. Я не хочу еще одно уравнение. Я хочу понять, что на самом деле происходит в мире, когда это уравнение работает». Для него всегда была разница между тем, чтобы знать, что написано в учебнике, и тем, чтобы видеть вот здесь, в реальности, что происходит, когда свет отражается, частица летит или тарелка крутится. После войны Фейнман поехал преподавать физику в Бразилию. Студенты были невероятно усердными. Они могли цитировать учебники по памяти страницами. Но когда он спрашивал их о простых вещах, они терялись. Он говорил: «Представьте, вы идете по пляжу. Солнце отражается от воды. Почему на одних углах отражение ярче, чем на других?» И тишина. Не потому, что они были глупыми. Нет. Они просто никогда не были приучены думать о мире. Их научили запоминать тексты, а не смотреть и задавать вопросы. В этот момент Фейнман понял: думать — это не врожденный талант. Это привычка, которой большинство так и не развивает, потому что им ее никто не показывает. Что же он делал сам такого особенного? Первая привычка Фейнмана — всегда переводить абстрактные вещи в образы, которые можно увидеть. Когда он впервые услышал об атомах, он не остановился на фразе «атомы — это маленькие частицы, из которых состоит материя». Он представлял: если бы у меня были микроскопические глаза, и я оказался внутри газа, что бы я увидел? Как они скачут, сталкиваются, отлетают. Как это выглядит как кино. То же самое он делал со сложными уравнениями. Одни студенты быстро решали задачи, стремились к ответу. Фейнман мог часами сидеть над одной формулой. Со стороны казалось, будто он тормозит. Он смотрел на уравнение и спрашивал себя: что это вообще за история? Какой кусок мира эта строка описывает? Если бы я мог это увидеть глазами, что бы я наблюдал? Когда он изучал электромагнитные поля, он воображал, что стал размером с электрон.
Что бы я чувствовал, если бы рядом появился другой заряд? В какую сторону меня бы тянуло? Как бы изменился поток вокруг? С точки зрения взрослого человека это почти детский способ. Фантазии, картинки. Но именно поэтому он работал. Мозгу есть за что зацепиться. Появляется не голая формула, а живая сцена. А то, что прожито как сцена, не забывается после экзамена. Это важная вещь, о которой почти никто не говорит. Невозможно ясно думать о том, что ты не можешь хоть как-то представить. Большинство людей учат сначала абстракцию, термин, определение, формулу, и никогда не связывает это ни с чем живым. Поэтому все эти знания висят в голове как отдельные файлы, которые легко стираются. Вторая привычка Фейнмана – детское «почему». Дети спрашивают: «Почему небо голубое?» Ты отвечаешь: «Из-за того, как свет рассеивается в атмосфере». Ребенок спрашивает: «А почему свет рассеивается?» Ты отвечаешь: «Потому что молекулы воздуха маленькие и взаимодействуют с волнами света». Он спрашивает дальше: «А почему они взаимодействуют?» И в какой-то момент ты честно признаешь: «Я этого уже не знаю. Я просто повторял формулу». Где-то по дороге мы теряем эту смелость. Нам стыдно задавать базовые вопросы. Мы не хотим выглядеть глупыми. Поэтому вместо «почему» мы киваем и делаем вид, что поняли. Но когда ты делаешь вид, что понял, на этом мышление заканчивается. Далее растет только иллюзия знания. Фейнман принципиально не соглашался жить в такой иллюзии. Он рассказывал, как к нему пришел студент. «Я не понимаю принцип неопределенности». Фейнман попросил: «Расскажи мне, что, по-твоему, он означает». Студент начал цитировать учебник. Формулы, постоянная планка, связь координаты и импульса. Фейнман остановил его. «Нет, не пересказывай книжку. Скажи своими словами, что происходит на самом деле». И студент не смог. Он никогда не пытался это представить. Тогда Фейнман вернулся к самому простому. Если ты хочешь узнать, где находится мяч, что ты делаешь? Смотрю на него. Хорошо, а как ты смотришь? Они разобрали. Свет отражается от мяча, попадает в глаз, мозг строит картинку. И тогда Фейнман добавил еще одно условие. А если мяч настолько мал, что сам свет, которым ты на него смотришь, толкает этот мяч при столкновении? В этот момент у студента щелкнуло. Он перестал повторять чужие слова и, наконец, увидел, что пытается описать принцип. Измерение само вмешивается в систему. Не новое определение, новый образ. Третья привычка Фейнмана – не бояться «я не знаю». Это звучит просто, но очень немногие на это способны. Большинство людей ужасно боятся признаться, что чего-то не понимают. Они копят сложные слова, прячутся за жаргоном. Фейнман делал наоборот. Он мог сидеть на семинаре среди нобелевских лауреатов и в какой-то момент поднимать руку и задавать самый простой вопрос. «Подождите, я не понимаю, что здесь значит вот это». Иногда на него смотрели снисходительно. Как так, Фейнман и не понял. Но после лекции к нему подходила пол-аудитории. «Спасибо, что вы это спросили. Я тоже не понял, просто постеснялся». Он заметил закономерность. Очень часто то, что выглядит как экспертный язык, это просто люди, которые сами не до конца понимают, о чем говорят. Они держатся за формулировки, потому что у них нет живой картины внутри. Фейнман установил для себя правило. Если он не может объяснить идею первокурснику или ребенку простым языком, значит, сам пока ее не понял. Не потому что идея примитивна, а потому что до сути он еще не докопался. И еще одна важная часть его подхода –
Он научился получать удовольствие от того, что не знает. Не стыд, не тревога, а ощущение игры. Когда он вернулся в Корнелл после работы в Лос-Аламосе, он был выгоревшим. Физика превратилась в тяжелую, серьезную работу. Отчеты, ответственность, бомба. И тогда он решил: я перестану пытаться делать важную науку. Я буду просто играть. Буду заниматься тем, что мне любопытно, даже если это кажется глупым. Однажды он сидел в столовой. Кто-то случайно подбросил в воздух тарелку с логотипом университета. Тарелка полетела, начала вращаться и чуть покачиваться. Фейнман заметил: рисунок на тарелке вращается быстрее, чем сама тарелка покачивается. И поймал себя на мысли: интересно, почему так? Он пошел в кабинет и для удовольствия вывел уравнение этого движения. Никакой пользы, никакого гранта, просто любопытство. В итоге через цепочку связей это привело к работе по квантовой электродинамике, за которую он позже получил Нобелевскую премию. Но в тот момент он еще не знал, к чему приведет игра с тарелкой. Он просто позволил себе не быть серьезным и важным, а оставаться человеком, которому любопытно. Если все это сложить, рецепт Фейнмана оказывается совсем не мистическим. Не нужно заставлять мозг думать как гений. Нужно вернуть себе то, что почти у всех было в детстве, и перестать делать вид. Перестать довольствоваться чужими словами. Перестать притворяться, что ты понял, если внутри пустота. Перестать бояться очень простого вопроса: а что здесь на самом деле происходит? Вместо этого делать 3 вещи. Первое. Переводить любое знание в что-то, что ты можешь представить и почувствовать. Представить атомы как шарики. Спросить себя: если бы я уменьшился до размера электрона, что бы я ощущал, когда рядом появляется другой заряд? Если я говорю «стресс», как он ощущается в теле? Где он сейчас? В груди, в животе, в горле? Второе. Задавать себе детское «почему?». Не останавливаться на первой же умной фразе. Третье. Тренировать честность «я не знаю». Замечать, как часто ты киваешь, не понимая, и вместо этого мягко признавать: «Стоп, я этого не понимаю, давай разберемся». Заметь, все это очень похоже на то, чему мы учимся в присутствии. Ты учишься замечать свои мысли, эмоции, реакции. Учишься видеть, как ум ставит ярлык, а тело в ответ сжимается. Здесь то же самое, только сфокусировано на мышлении. Не просто наблюдать чувства, но и наблюдать сам процесс «я понял», «я не понял». Фейнман прожил жизнь среди людей, которых принято считать самыми умными на планете. И его вывод был очень простой. Гениальность — это не набор формул в голове. Это готовность не останавливаться на ярлыке. Это привычка думать о том, что реально происходит, пока большинство довольствуется красивыми словами. Он говорил: «Я видел нобелевских лауреатов, блестящих математиков, великих физиков. Некоторые из них действительно были гениями, но большинство отличались не врожденным даром, а тем, что они никогда не переставали задавать вопросы. Ты можешь делать то же самое. Тебе не нужно становиться кем-то другим. Не нужно ждать особого таланта. Достаточно в следующий раз, когда кто-то уверенно что-то утверждает. В новостях, в книге, на работе. Не проглатывать это сразу, а спросить себя: что это на самом деле значит? Могу ли я объяснить это своими словами? Могу ли я представить, как это выглядит в реальности? Если нет, это не повод стыдиться. Это точка, с которой начинается настоящее мышление. И, возможно, с этого же места точка, в которой ты перестаешь жить чужими словами и начинаешь по-настоящему видеть мир.